Всем привет, это канал «Мой стиль» Гоша Карцев, а я Гоша Карцев. Сегодня мы отгадываем звезд по одежде, а именно по фотографии, не знаю. Кто-то вместо лица у них будет грустный смайлик, а возможно Венера или Сатурн, потому что каждый знает, кто тут царица. Олеся Иванченко! Здравствуйте, здравствуйте. Фэшн-привет. Фэшн-приветик. Я думаю, ну как будто бы Меркурий у меня немного ретроградит, как будто бы мой Кассиопей... Знаешь, что там... Кассиопей, хорошо. Да. Вот Это правильно сказал? это ты уже копнул. Да, это я уже куда-то Да. туда. Кассиопей мой немного... Барахлит. Как будто бы мой асцендент сегодня не в духе. Так. Я правильно слово сказал? Асцендент, да. Асцендент. Главная новинка сезона. Новинка. Да. Да. Звезда этого года. А, это ты прошлого. ко мне все Да. подводишь? А ты про это видео? А? Ты про видео думаешь? Я думала, ты про шоу в целом. Нет, алло, блядь. Это какое? У нас шоу уже закрывается. Чтобы шоу заиграло новыми красками, обязательно оставьте лайк, комментарий в поддержку Гоши Карцева. И в мою легкую поддержку тоже, пожалуйста, что-нибудь напишите. Да, не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, Да. потому что благодаря вам это видео набирает популярность. Да. Помогите этому видео. Ты звезда прошлого года. Ты главное лицо в видеоконтенте точно. Ну, не главное. Не главное. Ну, в смысле, из новых имен. Одно из, наверное, может быть. Ты знаешь, это так все относительно. Мне кажется, что в этом очень важно не говорить, что я такая главная, потому что зритель, он таков, что сегодня ты блистаешь, завтра ты уже никому не нужен. Да, звезда твоя погасла. Да, поэтому просто надо, чтобы человек был хороший. Каково это стартовать шоу, которое тут же выстреливает, и все главные, как мне кажется, лица ютубов и ВК хотят в нем участвовать? Это очень приятно, потому что, конечно, я помню, когда мы выкладывали первый выпуск, я думала, но если 300 тысяч будет, это уже успех. А кто был первым? Антон. Угу. Второй, 100. И когда я видела, что каждый выпуск набирает несколько миллионов, мне кажется, я до сих пор сама не поняла, что произошло. За что я тебя очень сильно полюбил, за то, что, мне кажется, у нас плюс-минус одинаковое чувство юмора в плане мы не всегда понимаем, что мы сейчас шутим. Ну, то есть я иногда, когда смотрю с кем-то и вижу реакцию, или когда есть зал, ну, то есть я что-то пи***ну, они смеются. И реакция, да. Да, и при этом, и это супер в тебе притягивает. Что это выглядит офигенно, что это твоя сильная, офигенная сторона. Но иногда мне кажется, что, например, знаешь, чуть-чуть бывает обидно, что вроде же умная мысль, а почему они смеются? Так, если юридически разобрать, мысль правильная, а почему-то смешно. Ну и хорошо. Ладно. Ну и хорошо. Главное, что людям хорошо. Мы для этого все и стараемся. Конечно, на натальную карту подписываемся. На натальную карту и на ТГ-канал Лосенкина. Все ссылки в описании, ребят. Все, пожалуйста, поддерживаем. Молодняк нужно вообще максимально, потому что хотим увидеть. Я потом буду говорить, а вы знаете, что я с Олесей вообще видео записывал когда-то? Да, я хочу просто, чтобы мы порали. Единственное, что... Какая специфика сегодняшних знаменитостей? Мы будем отгадывать по одежде людей, которые как будто бы какое-то имеют отношение к мистике. Воу. Поэтому, дорогие друзья, если вы там знаете «Битву экстрасенсов», смотрели «Зачарованных» или, возможно, ваша любимая из Марвел — это «Ведьма», то, пожалуйста, не переключайте канал, потому что сегодня Олеся Иванченко из натальной карты будет нам говорить, подходят ли эти образы им по гороскопу или нет. Мы с тобой будем оценивать от 0 до 10, насколько образ и стиль подходит герою и его знаку зодиака. Я в этом не шарю. Если честно, я в это особо тоже глубоко не верю. Но я знаю там какие-то особенности, что со львами и мужчинами у меня не получается дружить. Это просто, блядь, 2 раза, 2 мне в жизни попадались в друзьях. Но давайте будем смотреть, насколько соответствует эта цифра человеку. То есть если мы понимаем, что он и по гороскопу говно... Я бы добавила, и по гороскопу говно, и внешне говно. И внешне то не это очень. извините, да? Скорпионы, блядь. Кстати, скорпион... Ну ладно, интересно. Но я еще предлагаю ввести такой термин, как энергетика. Соответственно, подходит ли этот визуальный образ под энергетику персонажа, героя, все такое. Да ты мне будешь здесь подсказывать, потому что я не совсем понимаю критерии оценки, но да, я буду на тебя ориентироваться. Да. И в конце вы узнаете топ-3
Мы выберем 3 места. Зачем мы вообще ставим эти оценочки? Чтобы в конце узнать, кто самый прикольный на наш с Олесей взгляд. Прикол. Так что не переключайте, совпадет, не совпадет рейтинг, узнаете. И, кстати, вы написали там комментарий или нет? Вы довольны, что Олеся пришла? Ну, давайте похвалим, да, нас всех, то, что мы такие талантливые, пи***тые, молодые, красивые. Ну, чё, понимаешь ли ты, кто это? Если честно, вообще нет. Это связано с тематикой мистической какой-то? Мистика. Ну смотри, это точно не кто-то из «Битвы экстрасенсов». Почему? Там же 60 сезонов, по 40 человек в каждом. Это та, которая в 3-м сезоне лежала в багажнике. И она была недооценена, и ты вот решил ее вот здесь. Ну, это очень люблю «Битву экстрасенсов», уважаю, но склейка никого из них не угадала. Но как-то стилево слишком. Так поэтому и здесь. Ты думаешь, мы кого, блядь, ставим? Марата Башарова? Да. А чего я тогда пришла? А кого я сюда буду Ты угадывать? хотела пи***ы получить? Я пи***ы получу, видимо, сегодня От все Марата равно. Башарова. Ну так что? Леди Гага. Да! Реально? Да! Джулия Ванг. Блин, я такую не знаю. Ты серьезно? Да. Это А самое какой стильное... это сезон? Это я тебе не отвечу никогда в жизни. А что мы так плохо Я думал, их подготовились? 3 было вообще, когда мне сказали, их 16 или 26, там, 100 лет идет. Короче, это самое... Я, когда увидел первый раз Джулию Ванг на Ютубе, я охуел. У нее такая внешность, ну, то есть это прям ведьма. И она прям вот так вот выглядела в проекте. Какая секси. Ты можешь себе представить? Вообще. И она так разговаривает, что ты реально готов, блядь, просто сейчас поверить в каждое слово. Ну, я хочу сказать, что по энергетике Скорпиона она выглядит 10 из 10. То есть Скорпион — это всегда вамп. Скорпионам очень идет вот какие-то красные истории, какие-то сексуальные вот эти вызывающие образы, Офигенно, чулки. прикольно. Как это называется, Гош? Ажурчик вот этот, как это? Ёбажур. Что, Кружево! Спасибо. Красное кружево. Вот, ну, это все просто. Вот даже если ты мне не говорил, кто это, Я рад, что она соответствует, потому что с точки зрения именно в мистике, ведьминского вот это вот все, хотя я считаю, что это чушь центр, да, как бы, но я не хочу заигрывать с этой темой, не надо. Можно я поставлю 9 просто лишь по той причине, что я ее не знала, и мне хорошо. как будто бы нужно Давай вот 9, да, поставим. Я тоже думаю, ознакомиться. вдруг сразу же она будет номер 1 в нашем Да, рейтинге. ну как бы, чтобы А и как какой-то будто там есть еще прикольные уровень персонажи. задать, да? Да, ну ладно. Модный квиз. Сможете угадать по визуалу, каким брендам принадлежат эти соцсети? Согласитесь, очевидно, что это Александр Ванг, Муглер и Жак Мюс. Видно, что у брендов крутой графический дизайнер, который шарит, как подать продукт и умеет пользоваться искусственным интеллектом. Хотите попасть в модную индустрию? Классная новость! У вас есть эксклюзивная возможность пройти стажировку на курсе «Графический дизайнер» от онлайн-университета SkyPro, где вы сможете поработать с моим брендом, а я лично дам обратную связь на работы студентов. Без графического дизайнера сейчас никуда. Он разрабатывает лого, упаковку, вывески. Благодаря им бренды становятся узнаваемыми и запоминаются нам. Спрос на графических дизайнеров всегда высок. А среди главных преимуществ специальности возможно забыть про офис. Наконец-таки реализовать свой творческий потенциал и получать за это много денег, даже если вы никогда не рисовали. А еще выбирать между наймом и фрилансом. Или даже их совмещать. Освоить эту профессию не так сложно, особенно со SkyPro. Там вы получите кучу практики, освоите все инструменты дизайнера и научитесь эффективно работать с нейросетями. На протяжении всего обучения вас будет направлять куратор. Уже с 6-го месяца начнете зарабатывать, а в конце обучения вам поможет карьерный центр SkyPro. На всех этапах трудоустройства, от рекомендаций по резюме до прохождения испытательного срока. За прошлый год больше 1000 их выпускников нашли новую работу. Лови промокод Карцев на скидку 50% на любой курс от SkyPro. Он также дает возможность поработать с моим брендом. Тот, кто сделает лучший дизайн, получит вознаграждение за свою работу. А также ему выпадет шанс реализовать ее в Гошвер. Это мега крутой кейс для вас. Не откладывайте эту уникальную возможность. Заявки принимаются до 10 марта по ссылке в описании. Но если вы мне всех из «Битвы экстрасенсов» сейчас покажете, я их не угадаю. Нет, тут перемен, это вообще кто угодно может быть. Она связана как-то с мистикой? Для меня 100%. Я вообще считаю, что это главная ведьма шоу-бизнеса. Подожди, такая вертикальная. Это что значит? Ну, вертикаль. Женщина-вертикаль. Длинные, долговязые. В хорошем смысле. Вот я, например, это мы вот на натальной карте горизонталь, выяснили. ты женщина А горизонталь? вот Антон Шастун сказал, что я покатая. И Дима тоже типа вот покатый. так? Ну, такая, да. А вот она вертикальная. Плаката это плоская, ты с формами, Нет, это сочная. сочная, да. А вот здесь ножки такие красивые. Алена Водонаева? Абсолютно верно! Это моя любимая ведьма. Блин,
Ну вот она, конечно, красотка, да? Какое в ней изящество, такой шарм, такой секс, это вообще круто. На самом деле ракиня, женщина-ракиня. Новое Да, то есть это тоже история про женственность, но она на самом деле косит больше под Скорпиона. Тебе не кажется, что она, Да. у нее такая вамповая энергия? Да, она такая... Причем мне кажется, что в ней, она же такая мамми. Да, Есть она такое? милфа, конечно. Да. Ну, сколько ей лет? Для своего возраста она вообще шикардос. И я вот хотела сказать, что женщина-ракиня, когда она входит в состояние вот этой милфы, это добавляет ей такой сочности, такого секса, что в Алене это просто, конечно, потрясающе. Я бы хотела на курсы к ней походить. Все, вот ей это очень близко, Очень. и это супер идет, и мне это очень нравится, потому что она вот про как раз такую розу черную. Согласна. Что красит женщину особенно, это осанка. Да. И вот у Алены Водонаевой, у нее всегда она натянута, как струна. То есть вот сейчас я выебусь первые 15 минут, потом уже я сейчас буду сидеть вот так. Да. А она, ну это вот знаешь, какое-то такое внутреннее ощущение своей женской стати, что она просто вот всегда такая, и это в ее образе просто невероятно подчеркивает ее вот женственность. Аленочка, я прям, чисто любовь. Это 10. 10? Для меня это вообще 10. 9, потому что иногда не одевается ведьма. Но вот если бы она всегда так ходила, ну нахуй это? Понимаете? Алена, мне все очень нравится. Вот это кто? Вообще похожа какая-то поза Димы Билана. Но это ж не он. Ну, В возможно. клипе «Ночной хулиган». Возможно, это «Ночной хулиган» какая-то какой-то такая в опере. история. Подожди, он держит меню, то есть он собирается выпить. Это что ли этот? Но одет он как-то не очень. Кто этот? Влад Кадони, что ли? Зай, так ты чувствуешь, ты же Реально? ведьма. Конечно, Так он может, дева. я экстрасенс? Так ты Он экстрасенс. еще и дева, блядь, Это все что понятно. значит? Мужчина-дева, мои Ну-ка, хорошие. ну-ка. Но это мужчина-дева, это мужчина с особой придью. Как бы 100%. И в них как бы немножечко, вот, простите меня, мужчины-девы, но вот ты его видишь из 1000, что это мужчина-дева. С ним что-то как будто не так. В нем вот как будто недостаточно, по крайней мере, внешне, мужского какого-то стержня. Вот что-то вот он, помимо того, что они очень въедливые, вдумчивые, вкрадчивые, читать как заебистые, но что мы тут можем сказать? Гош, твой модный приговор. Да, я даже не могу это оценивать. То есть, как бы, это мимо меня точно, но... И тут как бы стиля, знаешь, ну вот он вот для меня вот он такой, вот это вот красная, ну, это ты же лаковая понимаешь, брошь. что это его приодели еще. Это он сам, он так в шоу Ты так думаешь? снимался, да. То есть он как будто бы вот но для меня это Александр Васильев из мира демонов. Да. Ну, типа, вот это просто любой, для меня это рандомный вообще человек из битвы экстрасенсов. Для меня все там так выглядят. Вот, кстати, очки — это тоже характерная черта для мужчин-дев. То есть они много книженцы впитали в свой мозг, и зрение подсело. Вот, пожалуйста. Но, возможно, я подразумеваю, что это тот тип людей, кто может нормально видеть, но для понта он надевает очки, я чтобы понял. казаться еще, типа, более интеллектуальным. Ну что, сколько мы ставим Владу? Господи, ну кто-то должен ему сказать, что это не очень. Ну, 4. Влад, но респект за «Наследники самозванцев». Вы профессиональный шоумен. Жалко, что вас рано выгнали, спойлер. А я сильно буду, сука, если я Нет, ты 2 чё, мы или тут 3 ноль поставлю? ставим. Ну, Это всё, 3. погнали. Владик, Владик. надо переодеться. Ой. Здравствуйте. Какая-то карта, да? У нас тут платье-карта. Естественно, я сам не помню, кто это. Не помню. Ну если это, типа, какая-то победительница второй битвы экстрасенсов, я Но мы не до такую... такой степени еб- Я да. не знаю. Да кто вас знает, Это Гош? тоже верно. Это что ли это? Елена Кукарская? Это, блядь, еще кто? По маленькой, бум, немного это пьяненькие, мы шансонье? на них поверим по-морски. Знаете, что я хочу отметить? Что у нее подшито платье в груди, чтобы не было слишком откровенно. Вот это я сейчас просто обратил внимание. Уже просто... Моя мама. Твоя мама, совершенно верно, потому что это Мара Глоба. Ой, блин, я ее уважаю. Как же ж я про нее не подумала? Блин, ну, я ее уважаю. Безусловно. Верховная. Слушай, ну для своих годов, или как, летов, выглядит-то она неплохо. Егор Летов. Тамарочка Глуба. А что, рыбам она соответствует? Давай посмотрим. Слушай, Смотри, кстати, Тамара может и рыбам, вот так. вот это... И вот так. Вот, и так мы, и сяк, вот так и мы. так, и так.
Что я хочу сказать? Соответствует ли она рыбам? Вот на первый, вот где вот этот вот наряд, за который мы извиняемся за все комментарии до этого, и где она в джинсовом вот этом вот, в этом шпагате, в джинсовом шпагате, ей это очень идет, потому что женщины-рыбы, они всегда нежные, мягкие, от них такая вот исходит От нее, кстати, чисто есть такой вайб. женская энергетика. Я потому что, если бы не этот ролик и ты, я бы в жизни не знал, как вы... Я слышал Тамара Глоба, но как она выглядит, я узнал только сейчас. Да. Выглядит очень приятно. Выглядит очень приятно. Фоткаться Получается, из твоего что соответствует? очень И соответствует. что значит мы ставим ей? Слушай, но мне понравилось, кажется, веселая. что женщина очень приятная, но мне кажется, что как будто бы из нее можно было бы сделать с ее образом и компетентностью а-ля какую-нибудь вот фею из Золушки. То есть ее можно было бы одеть как-то более грациозно. Ну вот мне, и она не вызывает у меня дискомфорт внутренний. Мне уже Мне за это тоже. приятно. Но Мне я тоже. ставлю ей 7, наверное. 6, да, абсолютно. Да? Ну или 7, потому что я не Слушай, знаю ничего про нее. А я хочу 8. Ну хорошо, неплохая оценка. Это мой любимый персонаж в этом списке. Кто это? А Дима Журавлев. Ну, кстати, мог бы быть реально. Очень похож. Вот что, он не пришел, он сейчас... Да, он там, это он. Знак зодиака. Это может быть Уверенной какая-то походкой, обман. микрофон в руках, грудь вверх. Я не знаю, Типа что тебе это подскажет. Ты меня на льва, что ли, Я подталкиваешь? не знаю, кто это по знаку зодиака человек, но это, блядь, один из моих любимых персонажей в истории вообще. Ну, просто что это такое было? Блин, непонятно. Ну, предположение. Давай скажем, что это Коренастик, Дима коренастик. Журавлев. Да, я думаю, это Дима Журавлев. Дима Журавлев. Что это за реакция? Кашпиров. Анатолий, блядь, Кашпировский. Кого вы, блядь, нашли? А вообще, мы просто начали думать, ну кто? Блин, Ну, это Дима Журавлев в возрасте. Ну, это да, он очень будет рад такому сравнению. Ну, вот как льва выдает в первую очередь вот это вот умение нести себя. То есть он вроде бы вот одет в какую-то, да? Угу. Промолчим, но идет так, как будто это просто он король. Какой-то Бейонс. Как будто Бейонсе, да. Бейонсе, кстати, женщина дело. Анатолий Кашпировский. Слушай, он одет слишком скромно для льва. То есть ему бы какую-то вот... Я тебе скажу, знаешь, тут нужно важный момент. Знаешь, какую часть? Почему слишком скромно для льва, но слишком ярко для своего периода работы? То есть тогда он был фриком. Это какой был? 90-е. Он просто носил, смотри, кожаный пиджак, например. Он носил всегда что-то с приколом. То есть, например, рубашка-стойка казалась вызывающая. Я просто помню, у меня есть какие-то детские воспоминания о нем. И я прям помню, думаю, ебать, это кто? Потому что он очень выделялся из массы. Во-первых, эти волосы крашеные. И вот эта черная рубашка, это в целом, на самом деле, как бы, не мало вменяемых людей черные рубашки носят, я тебе так скажу. Правда, правда. Но он фрик. Он фрик, мне кажется, что я бы его одела не так. Но мне вообще насрать просто как персонаж, как костюм на Хэллоуин. 6 я поставлю. Я тоже 6. Давайте. Анатолий, счастья, здоровья. Анатолий, да. Что-то американское, какие-то буквы иностранные галочка. на заднем фоне. Я хочу Ретро-ФМ. предположить, Что это? что это кто-то, может быть, взрослый из «Зачарованных», какая-нибудь Роуз МакГоуэн. Это Сара Мишель Геллер. Блин, я была близка, но не «Зачарованный» просто. Но это тоже сериалы детства. Ну, в целом, давайте заценим, как выглядит Давай. Баффи. Баффи выглядит вообще отлично для своих годиков. Офигенно. То есть прям, да, но я Баффи смотрел. Вот у меня это немножко мимо меня прошло. То есть я видела только какие-то, мне кажется, эпизоды. Слушай, Овен, вот похожа ли она на Овен? Похожа. Слушай, она и внешне похожа. У них Овцу? вот такой вот... Нет, овны — это всегда выраженный нос. Евреи? Это всегда... Армяне? Это сейчас договориться. Да-да-да. Евреи, армяне. Это всегда выраженный нос, это выраженная носогубка, это либо овны, либо асцендент в овне. Это действительно по внешности можно определить зодиакальное положение. И это всегда в человеке чувствуется огонь. Вот что во льве, что в овне, это вот какая-то вот незримая вот такая вот история про энергетику. И овны, женщины-овны, что их отличает? Эти сучки, они хороши в любом виде. То есть они могут быть как И в жареном, вареном. и в жареном, и на гриле тоже замечательно. Они могут быть как в спортивном в какой-то истории. Если они одевают что-то вот типа женственное, это выглядит с огоньком, но тоже органично. При этом вот там костюм был дальше деловой какой-то. Это вот, да, просто casual, типа черный. О, смотри, как Во, вот так ну можно. это она же? Да. Просто
Вообще до этого, вообще не видел. Я думал, Баффи как была, все забыли. Ебать, Баффи, добрый день. А еще очень хорошо всем представителям огня, на мой взгляд, идут красные губы, но вот с таким, знаешь, если скорпионы — это больше уход в темно-бордовый, то вот огонь — это вот такой, как морковно-красный, вот такие вот истории. Я в цветах плохо, я вот... Нет, ты абсолютно вот, четко да. говоришь. И вот посмотри, Я как... просто этого, что это может совместимо быть, поняла? Да, нет, 100% совместимо. И вот даже вот это разъеб, черные сочетания, вот этот красно-морковный. Слушайте, этот ролик «Как одеваться по знаку зодиака». Ну да, на мой взгляд. Ну хорошо, мне Да. нравится. Вот. Я столько вообще узнаю. Я, конечно, все это забуду, но потом буду пересматривать. Ну что, я 8. Я даже 9 поставлю сейчас. Ну, я в восторге. Сара Мишель Геллар, как бы молодец. Хочу ее камбэк. Лайк. 9, да? Да. Хорошо, идем. Так, ну опять кто-то на американских буквах. То есть это уже не Влад Кадони. Но это кто-то загорелый. Может быть, хоть бы это был Коул из «Зачарованных». А давай вот так, можем ли мы угадать знак зодиака? Не знаю, кто это. Вот так. Слушай, здесь мускулинность. Я думаю, что это тоже может быть представитель либо земли, либо огня. Телец! Ну я просто не дошла. Ну земля. Извини, просто не понимаю, что Тайны радость. Смолвиля. Я его любила. Смотри, какой мужичок теперь. Хорошо, что я его разлюбила. Твой такой же станет в его возрасте. Хоть бы да. Ты знаешь, что я раньше не встречалась вообще с красавчиками, я их просто вообще для себя, только вот «Тайны Смолвиля». Я его прям обожала, у меня был плакат, висел в спальне. Он еще и телец. Я люблю тельцов. Соответствует ли он тельцовой энергии? Ну, он хорош. Ну, хорошо. Он Вот хорош. посмотри, вот в молодости, это мать. Мать-серфер просто. Конечно, он еще же лось огромный. Вообще высокий, блин. Остроносых-то. Девочки, я теку. Ну что, телец он? Телец. В базовом. Как он хорош в базовом? Потому что телец равно база. Это джинсики, это вот эти вансики, это черная базовая футболочка, кипарик. Как бы, казалось бы, Гарик Харламов в целом. Я только хотел сказать. Но он рыбки. Классика. Как земным знаком идет классика, как никому. А я какой? Если это что? Ты воздушный, ты извините. самый припи***тый. Хорошо, да, я просто на всякий случай думаю. Ну, я 6 поставлю. А ну ставь больше! Ты что, с ума сошел? 7 Это удалят? моя любовь, ставь 9. Нет, 9, это извините меня. Но Посмотри посмотри, на знаешь, него. как круто? Он мог быть в Марвеле. Почему-то ему нужно срочно его возвращать. Нам нужно его вернуть, а ты с 6 сидишь. 7. 10. Так, красиво. Кто-то тоже, вот из сериалов детства. Paramount Pictures. Ты права, чуйка у тебя. Реально, Да. Олесь, я прям не подкатываю. Вот теперь кто-то, из «Зачарованных», И, кстати, не факт, что вообще зачарованный есть в этой Как? подборке. Я так хотела их обсудить, что они очень стильные. Это Джиллиан Андерсон. Помнишь сериал X-Files? Я такую даже не знаю. Хорошо, а Sex Education ты не смотрел сериал? Нет. А у вас все дальше про это, да? Рак, 80. асцендент во льве. Вот смотри, это классно. Смотри, давай наоборот. Ну. Хорошо, что ты ее не знаешь. Вот смотри, если мы видим, что перед нами рак и асцендент во льве, Да. ну вот подходит ли человек визуально под раку, под асцендент во льве? Смотри, рак с асцендентом во льве, она хочет казаться ярче, чем она есть. О, Потому что она рак, она водная стихия, она вот как бы материнский у нее вайб, но когда асцендент во льве, он тебя как бы вынуждает еще немножко А. принарядиться. И здесь очень важно делать это как бы, не борщануть. Вот у меня есть ощущение, что она немного борщит. То есть когда она повелась на свой восходящий знак и решила очень натужно прибавить себе цвета и сложных элементов в образе, получилась какая-то Простите, Джиллиан. я от выпуска, если честно, я уже такой, да, я все, я уже на своей стороне. Типа, мне нужны расклады Таро точно. Гоша вначале, я, если честно, скептик. Гоша, да. Ты просто говоришь такие вещи, на самом деле. Знаешь, почему я тебе? Ты уже не первый раз подмечаешь то, что крайне редко видят профессионалы. Да. То есть главная проблема стилистов, что они наряжают человека, и одежда ему неорганична. Как в данный момент говоришь ты. С точки зрения то есть ты либо что хитрая, либо ты реально шаришь. А это пишите в комментариях. Круто, я понял, что я уже в теме, что если она лев, он из нее, но ей не нужно идти у него на поводу. Да, то есть она вот в данных примерах, она его не научилась гармонизировать. То есть оно как бы, да? Да, я просто того, что я такой, я вообще не ожидал от тебя такой реакции. Я думаю, я буду сидеть и закатывать громко глаза. Я такой, заебись,
инцидент по льве точно. Ну, согласись, в этом что-то есть, Гош. В твоих словах, да, я тебе говорю, я То есть есть 100%. определенные паттерны поведения, в том числе внешнего, которые подходят. 9. Я поставлю 9. Ты тоже 9 заебись? Ух ты, ебаная мать. Кто-то на РДМ, это это H&M с РДМом. Это, блядь, это Дита Фантис. Ты ж, Дита Фантис. Блин, как же я ее не угадала по этому бледному А на весы? цвету кожи. Как ей хорошо. Слушай, весы. Светлым, я, кстати, первый раз все в светлом вижу. Но в таком прям, типа... Ну, она еще, видишь, она по цветотипу как бы зима. Я еще немножечко так подшабашиваю по цветотипам. То есть она брюнетка, у нее холодный цвет кожи, и получается, что вот этот нежно-голубой, он немножко им отрезает голову, да? Алиса, извини, пожалуйста, а я могу прямо сейчас отказаться идти в натальную карту? Что это? Тебя бесит цветотипы, да? Это пи***. Сейчас Нет, ну, просто Гош, ну, на подожди. 180 Да меняется ну, вообще всё. ну, блин. Эти сейчас в комментариях разъебутся. Ну, блин! Ну, у меня такой уровень фэшн-образования. Нет, объясните. Это супер неожиданный поворот. Это все фигня? Цветотипы? Если честно, я уже в гороскопы верю. Еще чуть-чуть, возможно, я в цветотипы, блядь, поверю. Гош, Ой, но есть такое, что ей не идет вот этот светло-голубой. Это в таком... Это так было неожиданно. Ты уже был на ты моей знаешь, стороне, и тут я твой триггерный момент. у меня что-то какой-то тайм-аут, блядь. Я даже не знаю, как на это реагировать. Это разве не цветотип зима? Самый прикол, что она из самых ярких примеров. Всегда, когда говорят про цветотип зима, ее ставят. Так потому Я что это поэтому- я она. даже- Фу, блядь, я... Дорогие зрители, я все-таки считаю, что тема с цветотипами незаслуженно захейчена. Я это все поддерживаю. Что мы здесь видим? Цветотип зима. Я думаю, это типичный февраль. Это белая кожа, это покрытый такой вот уже грязевой, такой вот, как это... Слякоть на обочинах. У меня слюни текут. Одну секунду. Это, кстати, канал «Мой действительно больше кажется». Ты договори, я сейчас Хорошо. отолью. Да, давай, И давай. только так мы это сможем доснять. Да, вот это уже по цветотипу зима хорошо. Это уже темно-синий глубокий, голова не отрезается. И что отличает женщин-весов? Это всегда такое изящество. Это женственные формы, бархат, а почему бы и нет? Вельвет не стоит. А вот, например, какие-то... Вот как будто вы всегда идете в театр. Это очень хорошо. И вот Дита Фантис, она вот типичная актриса, как будто она вот из Большого театра вышла. Блин, Ну, ну это подходит. вот... Ну, 10 ставим? Это вообще... 10 Я тебя, хочу Олеся, её- тебе 10, во-первых. Дита 10. Это все уже. Давай, кто вот это? Не знаю, Гош. Ну, энергия какая идет. По знаку зодиака Ну, давай именно? знак зодиака попробуем отгадать. Блин, ну вот смотри, у нее такой деловой... Хотя, опять же, это может быть наебка, потому что на этой фотке она такая, на другой другая. Но Да, вот здесь тут наебка чуть-чуть присутствует. какой-то деловой типа стиль, вот не понимаю. Но она же так вряд ли в офис идет. Ну понятно, что это какой-то выход типа а-ля светский. Но я тебе больше... Нет, это не я тебе... Хочешь подсказку? Давай. Это ее больше повседневный образ. Повседневный? То есть это ее casual. То есть, прикинь, это для человека casual. Да, пиздец. Блин, не понимаю. Давай посмотрим. Ну, вайб какого, скажи, знака? Я думаю, что это не вода. Я думаю, что это может быть и воздух, кстати. Блин, непонятно. Видишь, просто еще у нее энергия фигуры скрыта, потому что очень Я понял тебя. вот такой большой пиджак, да. Моя хорошая. Анджелина Джоли. Ну вы капец, вы взяли, блин, фотку, что Анджелина Джоли максимально не похожа на Ну Анджелину да, Джоли. потому что белые корни, да, безусловно. я вообще но не 50 Cent она, Малефистина, близнецы, асцендент в раке. Как ты сказала, Малефистина? Это так сказала Ольга Бузова. Я сходила на Малефистину, потрясающе. Блин, Малефисента. Я обожаю Малефисенту, и этот образ, мне кажется, это один из самых, с точки зрения стиля, Он, если да, я да, не права. да, типа он Мне как кажется, бы- это разъеб. А вот эти скулы, вот эта черная хуевинка, это просто... Рога называется. Рога. Ну, хуй, я тебе просто слово подсказывал. Блин, очень хороша. Хорошо, скажи мне, близнецы, асцендент в раке чувствуешь? Или что-то вот... Потому что я тебе честно могу сказать, я не до конца... Вот и мы даже... У нас были эти фотки в одном из выпусков. Я не до конца понимаю, насколько ей это все... Ну, то есть это ее. То есть она правда такая. Я просто... В ней есть секс, в ней есть стать. И я не очень до конца понимаю, хорошо ее одевает стилист, нехорошо, как бы я бы ее одел. Слушай, мне кажется, это тот тип женщин, вот как ты говоришь, что когда у нее такая харизма и такие черты лица, что ты на самом деле, вот я
в пятую очередь смотрю на то, как она одета. Я в первую очередь смотрю на ее лицо. От нее исходит такая энергия сильная, что внешность как бы, ну вот именно одежка тут второстепенно. Вот это третий образ наиболее. А вот когда она, например, вся такая в даркухе, когда чуть-чуть есть Малефисента из нее, она подходит под близнеца с раком? Смотри, когда мы рассматриваем ее в рамках персонажа Малефисента, это уже художественный вымысел. Да, ну хорошо. Такой, ну понимаешь, черный — это базовая история, то есть все равно она же не идет в пиджаке и в каком-то вот строгом виде, то есть все равно струящееся шелковое, по-моему, такое платье-сорочка. Да, она как такое бы любит. оно ей идет. А у нее, знаешь, какой стиль? Она очень часто эксплуатирует вот что-то богинь, вот такой статуэтку, Вот. образ. Вот какая Мне такая кажется, тема. это максимально Шелк часто ее. она, кстати, использует, да. Да, потому что вот близнецы, женщины-близнецы, они тоже всегда отличаются очень хорошим чувством вкуса, очень хорошей эстетикой. Знаешь, почему еще здесь есть некоторые персонажи? У нее, я не помню конкретно, но говорят, что она какие-то делала, и она очень про мистику, она тоже все это очень любит. Да, я слышала, и да. поэтому она, в частности, у нас здесь не только потому, что она 50 Цента. Я Можно? 8 поставлю. Гош, у тебя вообще ничего святого. Но мне просто почему-то я второй раз вижу эту фотографию, меня так бесит вот это платье. Но она мятая, какой-то неправильной длины. Я Блин, просто а очень мне замерз. нравится. А Нет, мне ты кажется, просто, оно может, ей... зрение у тебя... Да, ей, может быть, да, но она как будто обувь не та, что-то. Короче, в целом, конечно, Том Райдер, ну, ё-моё. Блин, может, это какой-то водолей, А кто это? кто очень хочет быть экстравагантным. А вы можете себе представить сейчас на полном серьезе, что лет 10 назад это были самые модные ботинки? Реально? Я сейчас понял. Это Прада, я Реально? мечтал их А иметь. что это за ботинки? Прада, прикинь. И это, типа, вообще был... Из них очень много копировали. Я тебе могу сказать, что этот человек так выглядит всегда. Я думаю, что Это ее casual. это может быть кто-то воздушный. Это из воздуха, либо Кислород, получается. Или... кто-то огненный. А человек-то можно назвать имя, фамилию? Блин, не понимаю. Ну, хотя бы кто? Сфера? Это не в России. Блин, не понимаю. Ну, какая-то Зачарованный актриса. есть? Актриса, хорошо. Да, видимо, какая-то актриса, которая играла какую-то Кого? мистическую роль. Блин, я отвечаю тебе, я просто не я и про нее и думала. Я А не близнецы помню подходят ее... под то, что назвала? Я же сказала, это кто-то воздушный. А, это ж реально. Ну да. Как тебе не верить после этого? Ну, это правда. Это реально удел воздушных знаков. Вот что-то вот такое вот необычное и странное. Да, интересно, где у нее асцендент. Я думаю, не в воде, не в земле. Скорее всего, у нее где-то в огненный асцендент или тоже воздушный, потому что они вот припинутые истории, им максимально идет. Смотри, вот типа это ее Да. casual. Здравствуйте. Блин, я тебе отвечаю, я хотела назвать эту девушку, я просто не помню ее Ты, может, имя, если что называть, фамилию. она играла там-то, там-то. Вот Ты я- думаешь, я всех, что ли, тоже помню? Ну да, я просто вот Ну визуально... что, как мы? её Но очень я зовёт. реально люблю. Я люблю, когда есть человек... Слушай. То есть 8 поставлю. Я бы поставила семерку. Семерку, да? Ну да, ставь. Для меня это слишком, и ей очень органично это все идет. Супер. Вау! Вау! Блин, это тоже очень кто-то красивый. Кто-то на Оскаре стоит. Не понимаю, кто это. Я тебе больше могу сказать. Единственный прикол этого платья, не знаю, подсказка тебе это или нет, если она развернется, жопку там видно. У нее вот этот вот, видишь, линия, она вот так обходит, и там такая копилочка. Это с Блин. приколом платье. Блин, это я у кого-то видела такое платье. Мгм. Человек небезызвестный. Блин. Давай попробуем знак зодиака по посылу. Есть какое-то предположение, категория, как это называется? Что, как называется вот это? Воздух, вода, это что? Стихи. Стихия. Он стал гадалкой, блядь, к концу выпуска. Так, слушай, фиг его поймешь вообще. Но обычно этот человек выглядит кардинально иначе. А, серьезно? Мгм. Но тут жопка, я тебе говорю, подсказка, жопка там То торчит. есть она выглядит более развратно обычно. Это для нее Ну, слишком сдержанно. Провокационно, скорее. Провокационно. Но голая жопка. Ты вышла с голой Огонь. жопкой на Оскар? Овен! Огонь? Да. Ты такая вообще, просто как это... Меня одного так это веселит реально. Как это вообще можно так отгадывать? Леди Гага, блин, ну да, для нее она, видишь, вот оно что, асцендент в Деве. Что это, блядь, значит? Ну, потому что асцендент в Деве, она всегда... Тут может наблюдаться такое, что человек пытается выглядеть сдержаннее, чем он есть. Это человек, который умеет быть уместным. То есть она понимает, что, да, это премия «Оскар», то есть вроде бы нужно показать себя во всей стати и красе, типа я приличная, но Овен свое выдает и голую жопку показать хочет. Ну, Что, Леди ставим Гага... девяточку? Давай 10. 10? Ну, как хочешь, я десяточку. Ну, прям икон. Но пока в этом списке, знаете, да, Алена Водонаева, Леди Гага, как будто бы надо... И как-то прикинь, и что-то- Анатолий Кашпировский. И Анатолий Кашпировский в нашем списке будет в конце такой. Я 9 ставлю. Я 10. Я обожаю Гагу и команду ее, но прям, чтобы сказать, что это стиль,
Нет, подожди, я тебе говорю, что она очень органична именно своему зодиакальному положению, то есть... Да, Вот, я согласен да. с тобой, наверное. Я не понял. А вы такой нам как? Вот. Мне Она кажется- это любит. Это огонек надо показать. Ну, это, блин, ребят, ну это Бритни Спирс, ну, конечно. Этот ракурс мы узнаем из 1000. Моя хорошая, стрелец, огонь. Я Все- подготовил миниатюру. Угадайте, кого я показываю? Ну, это надо вот так снимать сверху еще тебя. Все, блядь, иди на, Гош. Угадайте, кого я показываю? Прикинь, я весь выпуск 2 часа уже с этой хуйней сижу. Я говорю, мне нужно 2 ножа. А Бритни Спирс все нету и нету. Да-да, я уже просто за***ался. Они мне мешают ради шутки, которая меня самого веселит. Сори, ребят. Бритни у нас это... Бритни стрельчиха, стрельчиха. А как это проявляется? Асцендент в весах. Ну смотри, вот давай так. Вот ей это не идет сейчас, потому что... Она в заложниках. А там еще сердечком сосочек прикрыт. Ага. Мы видим, что ей не 19. Давайте будем честны. Пишите в комментариях, видите ли вы, что ей не 19? Как я обожала Бритни в детстве, думаю, как и все мы, да, то есть она была, вот этот вот образ секси-школьницы, он был еще и очень провокационный, но он был ей очень органичен. Вот сейчас, мне кажется, ей бы очень подошло стрелец с асцендентом в весах выглядеть просто, знаешь, более сдержанно, женственно. Тут какие-то длинные миди, да, длина миди, что-то вот, или мидии. Да, длина мидии. Большой. Потом даже длина крабы. Да, и лангустины, креветки. и Да, тоже креветки. пошла. Вот, ну то есть вот эта вот история, где она косит как будто бы под какую-то львицу, что ли, ей это не идет. Ей нужно что-то вот, что-то поздержаннее. Бритни, длину мидии, пожалуйста, прими. Ну, чисто 7 за респект детства. Согласна. I'm a slave for you. Me against the music. Но это кто-то в дорогом пиджаке. Изображает крест. Да. Это Кашпировский, походу. Да, ты переоделся. Блин, у меня идет картинка, я не помню, как его зовут. Идет у нее картинка. Блин, Всё, блин, да господи, Давай. ну борода там есть? Я вот уже сняла этот смайлик в голове. Нет, это бороды 0. Но это не Ди картинка. Каприо? В стразах? Че, ебался Ди Каприо? Ебался. А Джонни ты думаешь, Депп? он в Титанике, типа? И думаешь, что его обнимают сзади? Ну он же всегда так ходит. Да-да-да, он же всегда так стоит. Джонни Депп? Не знаю. Это хорошо, Гош. знак зодиака. Не понимаю. Не чувствуешь, Потому да? что блестки, да, это может быть фиг знает что. А вот почему он выебывается, потому что асцендент во льве, Ты правильно? уже шаришь, Скажи. да. А Козерог здесь в Мэрилин нем Мэнсон. выдает... Что Козерога в нем выдает? Это история про довольно классическую, ну, понимаешь, классический образ. То есть он же не ходит в перьях, то есть вот у него все равно черный базовый цвет, козероги и все земные истории очень любят черный, он им очень идет. Но львовская вот вся вот это вот фэшн и вот это желание показать себя, оно в нем органично. Но это тот случай, когда женится и козерог, и лев, потому что просто, мне кажется, у него очень хорошее чувство вкуса. Но Мэрилин Мэнсон, я не знаю, как это можно оценить, меньше, чем на 10, если Ну, честно. девяточку. Мэрилин, мы ждем вас на полную карту. Итак, у нас есть 3 места. Да. Зерно в этом есть, но какое ли оно? Вменяемость или ебанцы? Вы пишите в комментариях. На 3-м месте по соответствию, да, Да. знака зодиака, там, асцендента, Луны, Муны. На 3-м месте с количеством 18 баллов у нас с тобой Джиллиан Андерсон и Анджелина Джоли. Мы их поздравляем. Неплохо, неплохо. Хорошо, мы их поздравляем. Алло, Алло, немножечко мы уважения. хлопаем. Анджелина Джоли. 2-е место делят аж 4 человека с количеством 19 баллов у нас. Мэрилин Мэнсон, Леди Гага, Алена Водонаева, Джулия Ван. Алена, смотри, ты рядом с Мерлином. На 1-м месте Анатолий Кашпировский. Анатолий Каспировский и Влад Кадони. Нет, с количеством 20 баллов. Бывшая Мэрилина Мэнсон, дорогие друзья. Дита Фонтис побеждает полностью. Вау. Но так от меня, конечно, на Дите Фонтис Потому что было она незаконно. цветотип, Гоша. Счастья. Дорогие друзья, спасибо Олесе. Подписывайтесь, все Спасибо. ссылки на нее. Смотрите Спасибо натальную большое. карту. Ждите меня там надеюсь, она не врет, и вы там меня увидите. Я всех люблю. Дорогие друзья, спасибо большое. И всех свою команду поздравляю. Это была последняя съемка в этом году. Вау,
Если я пойду в большом шоу, вы меня можете разбивать сюда типами просто, если что. Вау, пиздец. Ну, то есть этот выпуск не мог... короче, мне нечего сказать. Ему плохо? Все плохо? Скажите.